Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сегодня я буду импровизировать. Тут я вижу уже есть 6 богов. И, если честно, я хочу попробовать поиграть через 6 богов и, наверное, через Керри Зевса. Ну а там посмотрим, как оно будет идти. Вижу, есть аптечка священника, хаотичный договор. Да блин, вообще тут обалденные реликвии. Тут можно забузить как хаотичный договор, так и, соответственно, поиграть через аптечку. Ну, короче, что я хочу сказать. Присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Это ошибка, если что, с вашей стороны, на меня до сих пор не подписаться. Поэтому подписываемся, лайк, коммент, подписываемся на мой телеграм-канал, но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Охренеть у меня старт какой, мне уже нравится. Если мне сейчас еще и выпадут мехи, 3 гоблина, 3 меха и Тинкер в 2 звезды, с Марсом в 2 звезды, да ты что, это будет песня. А если еще и БХшка в 2 звезды придет, это будет у меня идеальный старт. И это будет намек на то, что, скорее всего, я буду сидеть на винстрике. Но это я уже, знаете, когда слишком сильно губу раскатал. Почему я хочу вот поиграть на 6 богах? Если честно, я считаю, что третья метовая сборка в игре сейчас на данный момент это все-таки 6 богов. Вау. Я считаю, что это 6 богов. Потому что довольно-таки просто играть, самое главное определиться с керри, которого ты будешь бустить. И 6 богов отлично работают против любой сборки, если честно. Абсолютно любой. Самое главное, это будет зависеть от вашего керри, которого вы выберете под 6 богов. И, соответственно, какие у вас будут предметы. Все. И 6 богов, на самом деле, это лютая имба, потому что спам способность идет нереальный, урон, соответственно, нереальный, контроля до хренища. Контрит спокойно, как инсектоид, да, так и шаманов контрит, так и нежить контрит. Да все контрит, если честно. Ну, все зависит действительно от ваших предметов. То есть, если предмет у вас хороший, то, соответственно, и контрить вы всех будете. Ну, и, соответственно, зависит от вашего керри. Тут у меня старт, конечно, вы просто посмотрите на это. Если сейчас вдруг мне придет в скором времени усиление, то это просто пиши пропало. Сейчас меня еще могут выносить, но, если мне приходит Тинкер в 2 звезды, приходит Резак, то это будет кайф. Вот меня там спрашивали в одном из роликов в комментариях, типа, Саня, вот как понимать, как стартовать, какие фигуры сильны, какие нет. И вот Тинкер в 2 звезды это одна из самых сильных фигур первого тира, поэтому это имба. Марс это тот герой тоже, который, если вы в 2 звезды его собрали, это нереально сильная стенка, которую, блин, в 90% случаев хрен кто пробьет из физических керри. Он еще и щитом будет отвечать довольно-таки больно. Урона у него нормально так сделали. В любом уровне звездности этого героя одинаковая КД и урон там знатный. А поглощение урона, если он лицом стоит, еще больше. Короче, ребятки, герой топ. Поэтому его тоже можно собирать. ЦК, кстати, тоже, если в 2 звезды собирается, довольно-таки рано. Очень сильный герой. Также сильный герой это убийца Горн. Вообще прекрасный герой. Тут я, кстати, решил, если что, из экономики выйти. Хочу БХ пообузить. С каждого из них монетку получить. Вот. Кстати, жду от вас полноценный отзыв в комментариях. Какую сборочку вы хотите больше всего увидеть. Кроме инсектоидов, кроме шаманов. Вот давайте. Ну, там, где будет больше всего почти одинаковых сборок, ну, таких, можно сказать, там, через... Ну, допустим, давайте приведу пример. Несколько комментариев напишет о том, что, типа, Саня, реализуй героя через кулон магии и какого-то героя, да? И если много будет комментариев, типа, реализуй героя через кулон магии, я, соответственно, на свой выбор реализую героя, которого еще не реализовывал. То есть, условно, да, я там Берсерка реализовывал уже, хотя на запись... хотя, если честно, я не помню. Я на запись, по-моему, Берсерка не реализовывал. Я Горного Вождя реализовал. Бабку реализовал. А вот реализовывал ли я Берсерка, вообще не помню, если честно. Короче, суть вы поняли. Ну, либо же кто-то напишет несколько комментариев одной и той же сборки. Условно там, ну, древние плюс гоблины, да? Вот, что-то типа подобное. Сразу говорю, ребят, не пишите неиграбельную сборку. Только та, которую я вот не смогу реализовать. Потому что это будет хрень полнейшая. Условно, да, это если вы попросите меня жрецов в текущей мете собрать. Ну, я не смогу этого сделать. Это нереально будет. Ну, может быть реально, но это будет игра в течение там 2-3 месяцев. Когда-то выпадет такая возможность, что я смогу сыграть на жрецах.
Жрецов очень легко контрить. Антимета жрецов охренеть какая жесткая сейчас, потому что есть же, опять объяснял уже много раз, это наследие духа огня есть, которая 6 секунд перерождения делает, и вы ну, импакт жрецов теряется, грубо говоря. Вот. Куча героев, которые с перевоплощением, перерождением, поэтому, ну, короче, вы поняли меня, то, что я хочу вам сказать. Поэтому, ребят, ставьте мне выполнимые задачи. Кстати, тут, как вы видите, я играю совершенно нестандартно, потому что я обычно люблю полностью в хорошую экономику выйти, но тут я чувствую силу своего стола, из-за этого я беру уровень. К сожалению, не приходит мне усиление. Ну, я надеюсь, что в скором времени уже усиление это придет. Хочу тинкера. О, БХ. Блин, вы посмотрите, как мне сыпятся друиды. Это просто ошалеть. Охренеть, как мне сыпятся друиды. И что делать? И что делать? Муравью одно место приделать. Жесть. Я в шоке, если честно. Мой шок в шоке. Он в шоке от того, что я сейчас вижу. Блин, на самом деле, в этой же игре я могу попробовать через 6 друидов собрать яйцо трехзвездочное. Кстати, мне в комментариях писали, мне в чате Телеграма писали о том, что вот это вот яйцо, которое перевоплощается из друидов, там 2 друида трехзвездочных собираете, никаких стаков на этом яйце нет. Оно просто дает вот этот вот баф, который в описании способностей, и все. И на самом деле я считаю, что разработчики это полные... Как это так и сказать, чтобы не было слишком грубо? Биомусор. Вот кто разработчики. Просто биоотход какой-то. Потому что, ну, они сделали синергию 6 друидов. Да, молодцы, красавчики. Вы это сделали. Но, походу, они забыли прописать механику в этих яйцах. Вот мне кажется, что они в действительности забыли прописать механику в этих яйцах. Тут, кстати, метовая нежить. Тип, ну, метовая нежить будет. Посмотрим, как я ее буду контрить. Не, ну если там типу на нежити будет сейчас нереально фартить на друидов, нереально фартить на перевоплощение фигур, то это будет печально. Вот, допустим, условно ему будет приходить банши, ему будет приходить никсы. Вот потому что, когда я играю на нежити, мне обычно вот с 4 друидов фиолетовых выпадет 4 лича. У меня просто так подгорает с этого нереально, что не передать словами. Просто жесть какой-то. Сделали бы разработчики адекватно то, что перевоплотиться могут в тех героев, которых нету у вас на столе. Это было бы топово. Ну, имею в виду трехзвездочных. Было бы топово. Яйца идут еще, что не в себя. Если честно, мне вообще никого не хочется продавать. Мне все герои нравятся, и богиня войны мне нравится. Ладно, сделаю вот так. Мог бы выйти сейчас 40 монет, продав лишние фигуры, но, если честно, я не хочу. У меня сильный стол. Слабее делать я его не хочу. А вдруг мне сейчас богиня войны в 2 звезды придет, что будет кайфово. Я бы не отказался от богини войны в 2 звезды. На самом деле, она на начальных раундах нормальный такой контроль вкидывает. Это, конечно, не горновый, не убийца горн, который может 250 станов дать с каждой тычки. Ну, тоже ничего себе. Нормально такой, но и урон вкинет в 2 звезды и потанкует, потому что брони у нее нормально, она еще и рыцарь. Я хочу хаотичный договор. Я рандомлю. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И мы получаем косу. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать, если честно. Ладно, окей. 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 Но я, скорее всего, проиграю Винстрик сейчас в скором времени, потому что у меня очень слабый стол теперь на текущем. Ну, не то чтобы очень слабый стол, но для текущей стадии игры уже он довольно-таки слабоват, потому что нет у меня усиления. А, ну вот я и проиграл Винстрик. Еще и кому проиграл? Нежити я проиграл. Гребаному челу, который с лечом сидит. Ну, чисто из-за того, что у меня нет усиления. Не пришел у меня Тинкер, не пришел Клокверк, Резак. Короче, никто не пришел. Но он даже реликвию взял, выбрал деньги, понимаете? Абсурд ситуации.
Ладно, ничего страшного. Ну, как бы ничего себе. Не, реально, вот такой хороший старт, и вот так вот запоролось мне с этим гребаным усилением. Ну, что, бывает. Мы свое, я думаю, возьмем в этой игре. По крайней мере, я надеюсь. Кстати, если что, это моя первая игра. Но я после работы только попил кофеечек, немножечко отдохнул, и вот сел первую каточку. Сейчас играют, знаете, на чили, на расслабоне. Надеюсь, эта каточка меня не подведет. На самом деле, немножечко подустал. Ну, косу буду активировать. Вот, кстати, в своем телеграм-канале я напишу, когда будет следующий стрим. И, если честно, я хочу поиграть в Teamfight Tactics. Поэтому, скорее всего, следующий стрим будет по ТФТ. Зачем мне реликвии яиц, когда мне идут вот так вот яйца? А реально, зачем мне реликвии яиц, когда мне вот так вот яйца идут? Охренеть. Тупо 3 яйца. Да, это жестко. Да, это жестко. Сильно. Не спорю, это очень сильно. Лина даже не идет по усилению. Это такой бред. Не, ну чел на нежити, конечно, сейчас себе сделал нормальный стол. Хорошо себя чувствовать будет по игре, пока что. Тут, правда, инвокеры есть в этой игре. И я думаю... Да не думаю, я уверен, что нарисуется инсектоид, который будет играть через инвокера и камень Киры. Я уверен на 200%. Не отговорите меня. И не говорите, что это не так. Я уверен в этом, ребят. Вот смотрите, вангую. Вангую, что здесь нарисуется инсектоид. Либо же инсектоид будет пытаться собраться. Но, короче, вы поняли. Инсектоид, скорее всего, нарисуется в этой игре. Я в это свято верю. А что по усилению? Оно сегодня будет? Оно выйдет погулять? Нет? Это закон подлости какой-то, отвечаю. Чел, вон 6 нежити уже собрал. Синергию наблюдателей поставил и кайфует. Кстати, ребят, еще такой вот вопрос вам. В комментариях тоже на него ответьте. Как вы смотрите, если я запишу вам эгиду через 2 наблюдателя, либо же 4 наблюдателя? Как вы на это смотрите? Напишите, соответственно, в комментариях. Потому что я, знаете, так подумал, что в текущем патче полуорков-то понерфили, все такое. Но эгида по факту это должна быть очень сильно под синергией 4 наблюдателями. Под 2 это вообще топчик будет изначально. Ну, короче, что думаете, напишите в комменты. Боже, как ты мне сейчас много пропишешь. Минус 15, чисто так. Я так понял, усиления мне сегодня не ждать. Но если на самом деле так и дальше пойдет, то я на 9 уровне буду ролиться. Буду ролиться, пока не усилю свой стол. Не знаю, хочется через 6 богов поиграть. И через Кири Зевса. Вот какую-то такую сборку я хочу сделать. Кстати, под предыдущим роликом почитал несколько комментариев. Как вы заметили, у меня сейчас, если что, старая доска. Вот, потому что мне написали, что под той доской звук довольно-таки бесячий. И если это так, то тоже дайте мне обратную связь на этот счет. В действительности настолько жестко бесячая музыка. Ну и почитал еще комментарии, посмеялся насчет некоторых там моментов. Кому интересно, тоже прочитайте. Так, я, знаете, не хочу цитировать прям все моменты. Там и про Марка было. И не только. Ну, поставлю баф людей. Потому что усиления точка нет. А может через... Ну, блин, через 6 людей, я думаю, у меня не получится сыграть в этой игре. Ничего себе! Что это за подарок судьбы такой? Вы прикиньте? Вот это я понимаю. Вот это подгончик. За 2 раунда собрал себе полный стак бафа людей. Ну тут мне все равно сейчас распилят. Моего котла просто потерзала только что жизнь. Потаскала по полной программе. Сначала Винга его свапнула, потом Пуч притянул. О, антимаг.
На самом деле, возможно, у меня даже получится несколько раундов выиграть. Может, получится сейчас вообще на 5 драконах сыграть. А вдруг я в этой игре 14 возьму? Конкуренты-то у меня жесткие получаются. Ох, не нравится мне первое место с кабанчиками. Ох, как мне не нравится. Скорее всего, он реально будет собирать себе инсектоидов. Вот прям, знаете, у меня чуечка на этот счет. То, что здесь появятся инсеки. Прям чуечка. И чуечка довольно-таки меня не подводит. Просто странно он собирается. Кстати, я вот тоже не понимаю. Вот такую эгиду собирают сейчас максимально странную. Ставят себе эгиду, ставят наблюдателей. Ну окей, наблюдателей можно понять, почему их ставят. Но ставят эгиду, ставят наблюдателей, ставят 6 магов. Мне писали в комментариях и в чате Телеграма о том, что сейчас есть некий баг, из-за которого эгида не получает урона по себе под синергией наблюдателей. Ну, я множество раз замечал о том, что она все-таки получает урон. Кстати, легендарочка пришла. На 7-м-то уровне у меня. Я думаю, все-таки стоит потерпеть до 9 уровня. И на 9 начать ролиться. Придумывать себе сборку. Вроде бы хочется. А вроде бы не хочется. Эгида уже с наследием. Неприятно, конечно. Но ничего страшного. А он вообще и без денег, он на 5 уровне. Помянем его. Главное, на самом деле, сейчас от мобов не откиснуть. Дизраптор. Кстати, здесь шишиманов могут нарисоваться из-за того, что есть импресска, есть дизраптор. Ну, кстати. Джакира! О! Ой-ой-ой. Может, на 5 драконах стартануть? Блин, я даже не знаю. Есть Джакира, конечно. Может, в действительности попробовать сыграть на 5 драконах? Сложный такой выбор, если честно. Я не... Вот у меня сейчас в действительности дилемма такая, я не могу определиться, на чем сыграть. Реально тупо не могу определиться. Хочется сыграть на 5 драконах? Там чел нашел себе мать насекомое. Я же говорил, что у меня чуечка на этот счет, то что будут собираться здесь инсектоиды. Я говорил. Чуйка меня не подводит. Ладно. Что ж. Опять яйца идут. Ты посмотри на это просто. Я возьму гнездо Маморы. Активирую. Омни. Ух ты. Ух ты. Это хорошо. Свен мне не нужен. ДК мне тоже не нужен. Блин, мне так не хочется выходить из экономики, если честно. Еще один Омник и Джакира. Воу-воу-воу, полегче. А то на меня полицию вызовут.
Да ну дай мне нужную легендарку, и все, я закину сейчас в мастерскую в Мамору, и будет все хорошо. Опять яйца идут. Ты посмотри. Ты посмотри, как мне яйца сыпятся. Да, тут меня, конечно, сейчас аннигилировали. Ну дай мне нужный... Опа. Опа. Чиназис. Короче, я определился со сборкой. Как вы могли понять, это будет 6 богов. 6 богов у меня будут через Дизраптором. Или может 5 драконов сыграть. Через сильный прокаст. Вот только сказал о том, что я определился со сборкой, и все, у меня начали такие, знаете, плохие мыслишки подкрадываться в мою голову и заводить сомнения. Просто того же самого инсектоида с помощью дизраптора я не смогу забрать. С помощью дизраптора я смогу инсектоида забрать только под 6 богами. И то далеко не факт. Так, ну тут я антимага наказал. Это хорошо. Да, отлично. Омник это, конечно, лютая имба. Ну, пока чистый урон, конечно, не появится у противника. Это довольно-таки лютая имба. На самом деле мне нужен посох 3-го тира, и мне нужен агоним тогда в таком случае. Ну да, сперва-наперво, мне надо, чтобы Мамора мне подняла дизраптора в 2 звезды. Вот в первую очередь мне надо, чтобы Мамора подняла дизраптора в 2 звезды. В общем, я определился с керри, какие предметы мне нужны под этого керри. Под дизраптора на самом деле есть только один стак предметов, и все остальные, ну, все другие стаки предметов, мне кажется, это полнейшая будет хрень. В общем, 2 важных предмета. Это если у вас дизраптор в 2 звезды. Это, соответственно, посох 3-го тира и агоним. И тут есть такая вот небольшая незадачка. В зависимости от ситуации вы берете, ищете посох 3-го тира, либо же агоним. Когда вы, ну, просто сейчас объясню, смотрите, если вы играете через 5 драконов, то вам нужен и тот предмет почти, ну, в одинаковом, как это правильно так сказать, в одинаковой мере важности, вот так скажу. Как-то слишком до хрена сказал, но в одинаковой мере важности. Короче, по одинаковому они важные предметы. Суть в том, что просто агоним дает вам огромную область сайленса, больше урона, больше длительность, ну и, соответственно, меньше перезарядка. Что самое важное по дизраптору, потому что у дизраптора на самом деле довольно-таки долгая перезарядка даже на 2-м уровне. А когда вы соберете его в 3 звезды, то там минимальная будет перезарядка между кастами. Ну и, соответственно, если вы играете через... Опа, сюда. Сюда. А мне сейчас довольно-таки хорошо идет. Дизраптор мне нравится. Правда, ни хрена не апает Мамора это. Ну, хрен с тобой, через яйцо апаем. Будем, значит, через яйцо работать. Так. Сейчас продолжу свою дискуссию. Так, хорошо. Так, тебе. Ну, по идее, этих мобов я должен забрать под 6 богами. Плюс у меня есть Омник в 2 звезды, это прям шикарно. И Джакира у меня есть. Ну, по идее, сейчас должно быть все хорошо. Я должен сейчас забирать их нормально. Манреген тоже у меня есть, присутствует. В общем, одинаковая мера важности. Если вы играете через 5 драконов, соответственно, вам нужен и агоним, и посох 3-го тира. И я всем рекомендую искать в первую очередь агоним, а уже потом искать посох 3-го тира. В 90% случаев агоним вам даст больше, нежели посох 3-го тира. Потому что у вас будет огромная область сайленс, никто не будет из врагов кастовать и тому подобное. Тут я беру световую сферу, потому что это активный предмет. Этот активный предмет у меня будет с минимальным откатом, и это, соответственно, плюс 500 хп регена, как бы, за каждый каст этого предмета. Это имба. Поэтому я беру. Но на самом деле я хотел бы, чтобы мне упал мифриловый доспех, либо же, соответственно, посох 3-го тира. Ладно, поищем посох 3-го тира. Упало наследие духа огня, я, конечно, его хочу, но не буду. А безоружие. Ну, безоружие тоже классная тема. В общем, как работают 6 богов, чтобы вы поняли... Ничего себе. Как работают 6 богов? Опа. Опа.
Так. Огр мне тоже нужен. Огр мне тоже нужен. Огр имба под 6 богами. Там вообще просто нереальный спам начинается. Так, ладно. Продолжим. 6 богов. Как они работают? Первая синергия богов уменьшает ваш откат способностей на 30%. Второй уровень синергии еще на 30% уменьшает вам откат способностей. Обе синергии, они суммируются. А баф 6 богов работает следующим образом. У вас кастуется способность. Как только она кастуется, сразу половина текущего КД режется на 50%. И так же самое это касается предметов. После каждой активации способности режется, соответственно, откат еще и предметов на 50% от текущей время перезарядки. Это очень сильно. Типа, поэтому вам нужны предметы в 6 богов активные. То есть, по сути, вам нужны обезоружие. По сути, вам нужны цепочки 4 тира, потому что это массовый контроль. Плюс вы будете держать их на месте. Плюс это магический урон. Плюс, соответственно, это монореген под цепочкой. Потом, ну, в принципе, все. Нужно просто как можно больше активных предметов. И вот в моем случае мне сейчас нужен агоним, мне нужен посох 3 тира, мне нужен мифриловый доспех. Мифриловый доспех нужен, чтобы просто защититься от дума, потому что вы будете играть через одного героя, и в 90% случаев вражеский дум будет кастовать как надо дум. Ну, а, соответственно, другие такое. Ну, тут меня сейчас антимаг не даст закастить, да? Падла. Присосалась вот эта вот пиявка к моему дизраптору и не дает ему кастовать. Ты посмотри на него просто. Заноза в одном месте. Да отцепись ты от него, дай кастануть. Боже, как хорошо, что у меня умник. Просто у меня умник 4 раза закастил. 4 раза закастил Омник свою ультуху. И, скорее всего, благодаря ему я выжил. Сильно. Ну, просто смотрите. Ничья. Но это из-за того, что у меня сейчас урона тупо нету. Из-за того, что посоха 3 тира-то нету. Я худею, как мне идет дизраптор. Вы просто прикиньте, у меня есть 2 яйца. И у меня есть дизраптор. Я уверен, что мне дизраптор больше не придет. Я, кстати, вместо Жакира поставлю. Мне кажется, так намного будет профитнее. Вот. Я уверен, что мне дизраптор больше не придет. Вот. У меня такая чуйка, что я не найду дизраптора. Серьезно. Не найду. Мне бы еще как-то хорошую расстановку сделать, чтобы Огр доставал по всем нужным героям. И я себя хорошо чувствовал. Так, здорово. Держи сайленс на лицо. Ой, как же мне плевать на твою нежить. Хоть у меня и мало хп, зато я очень красивый. Сюда, Винстрик, давай. Молодой, горячий. Спасибо. Дай дизраптора. Одного дизраптора, пожалуйста. Не импресску, мне нужен один дизраптор, и все. Хотел бы я сейчас, конечно, поискать посох 3 тира. Но упал мне мифриловый доспех. Ну, короче. Я сначала сделал действие, потом начал уже озвучивать мысли. О, инвокеров 2 звезды. Ну, типа, там, походу, не везет на камень Кира. Ну и слава богу. Все, кто играет на инсектоидах, эти люди должны страдать. По полной программе они должны страдать. О, тут посох 3 тира у него. Вот это вот, конечно, сейчас будет больно мне. Но тут сначала инсект ко мне пришел. А ну-ка, дизраптор, сайленс в толпу. Хорош. Еще. 1 сайленс хорошо, 2 лучше. Еще. Отлично. Просто посмотрите, какую черную дыру делает он. Еще и думчик в инвокера закасил. Да ты шо. Я думаю, сейчас там... А, ну это картинка, ладно. Ладно. Но если честно, я думаю, что я уже буду искать агоним. Я не буду пытаться найти посох 3 тира. Я думаю, что все-таки буду стараться найти агоним. Я уверен, что мне агоним даст больше.
чем я сейчас потрачу кучу еще роллов на посох 3-го тира. Я бы на самом деле хотел поставить еще чистокровных 6 богов, потому что довольно-таки сильные герои здесь есть в богах. Можно плюс еще Горн будет поставить. Ну, там можно разгуляться будет, что еще поставить. Меня, кстати, спрашивали, как работает синергия 4 волшебников. То объясняю, ребят. Когда вы ставите 3 волшебника, и у вас есть одна любая активная синергия, то она становится максимального уровня. Вот, допустим, у меня есть на столе 2 бога, и у меня есть 3 волшебника. У меня есть одна активная синергия, и, соответственно, она становится максимальной, то есть 6 богов. Вот так вот это работает. И если кто-то говорит, что как-то там что-то неправильно работает, ребят, демоны это тоже синергия, цветы тоже синергия, поэтому имейте это в виду. Нужна всего лишь одна активная синергия и, соответственно, синергия 4 волшебников. Все. И вы получите максимальный бонус. Так где это Мамора? Максимальную активную синергию. От того, который у вас есть, соответственно, текущему. Боже, бог рандома, пожалуйста. Сделай так, чтобы у меня сейчас Мамора за пару раундов сделала дизрапторов 2 звезды, я его соберу в 3 звезды. Мне никакой агоним нахрен не нужен будет. Так, что у тебя тут? О, боже. Знаешь, я бы хотел сказать тебе сочувствую, но не скажу, потому что идите вы все в задницу со своими инсектоидами. Чел там шарбезны нашел. Но если я не найду себе посох 3-го тира, у меня не будет достаточно урона. Скорее всего. Не будет мне, скорее всего, достаточно урона у дизраптора, но мы это посмотрим. Так, кто это пришел? Да чел через антимага и на хусике, через рыцарей, что-то непонятное, короче. Это, короче, Франкенштейн ко мне пришел. Ля, как я его ужигаю, вы просто посмотрите. Как это красиво выглядит. Чисто устраиваю сценку из фильма «Интерстеллар». По-моему, правильное название сказал. А ну-ка, Думчик, накинься еще раз Хускарика. Молодец. Я, кстати, там типа вынес. Мамора, ну пожалуйста, ну хватит останавливаться в развитии. Хотел бы я сейчас сравнить предметы, но мне не очень важно. Я, кстати, вынес инсектоида. Аплодисменты в студию. Вот эти вот все игроки, они должны быть мне сейчас благодарны из-за того, что я вынес инсектоида. У него, конечно, там мало хп было, но они должны быть благодарны. По-любому должны быть благодарны. От такой мерзкой сборочки ты избавился, а? Знаете, добавили бы специальный эффект, когда ты убиваешь, выкидываешь из игры 9 нежити, там специальный звук какой-то, там эффект, аплодисменты, либо что-то еще. Опа. Кстати, а как там дела, нежить? Все хорошо? Я думаю, кстати, пойти в уровень моего шамана 400 хп. Нормально. Ну, приемлемо, допустим. Кстати, Дума тоже не скипайте, потому что Дум довольно-таки серьезная и хорошая. Да ты посмотри на эту... Ты просто посмотри на эту Мамору. Ну какая же она просто падла. 1 из 9 уже 3 раунда. Это с тем, что я на 30-м раунде сделал абуз. Или не сделал? Так, стоп. А ну-ка в комментариях меня поправьте. Сделал или не сделал? Так я не договорил, кстати, по поводу предметов на дизраптора, именно под 6 богами. Смотрите, Аганим, если он у вас не в 3 звезды будет, как у меня. Ладно, я, наверное, что-то заранее поспешил сказать о том, что у меня будет дизраптор в 3 звезды. Но я хочу в это свято верить. Я не хочу огорчаться, я хочу в это тупо свято верить. Поэтому тоже держите за меня кулачки. Верьте вместе со мной. В общем, находим в первую очередь Аганим под дизраптора. Во вторую очередь находим посох 3-го тира.
третью очередь, если вы играете не через драконов, то находите драконий рог. Ну а дальше уже по обстоятельствам. Если играете через 6 богов, то, соответственно, значит, цепочка 4 тира это имба, хекс 5 тира это имба, а безоруш это тоже имба, мифриловый доспех ультра имба. Ну, в принципе, как бы и все. Больше имбы как бы нет. Вроде бы. Так, ну остался парень на нежити и остался один рыцарь. Ну, я, кстати, могу плащ-пальто продать, но мне не надо. Это какой-то закон подлости, отвечаю. Три раза у меня Омник закастил свою ультушку. Хорош. Так, Дизраптор 1 раз сайленс, 2 сайленс, 3 сайленс. Стан, окей. 4 сайленс. 5. 5 раз подряд сработал Огр. Но Огр не имба, ребят, не берите его ни в коем случае. Не надо пользоваться имбой. Чисто легальный чит-код. Ой, прости, мартредочка. Ах ты ж там на ней. Прикиньте, там чел на нежити меня снес. Ого, ты глянь, что ко мне пришло. 35-й раунд Дизраптор в 3 звезды. Хорошо. Пожалуйста, выпади мне посох 3-го тира. Пожалуйста. Ой. Бэмс. Не, ну конечно, как же красиво выглядит Дизраптор под 6 богами. Еще бы Аграф 3 звезды вообще было бы... Ну, просто цены мне не было. Призма упала, кстати, классно. И цепочка классная упала. Вообще шикарные предметы попадали. Мне нравится. Призму и обезоружие я могу закинуть, в принципе, в Дума. Так, ну я возьму вот этот вот клинок сейчас, чтобы по нежити на 50% больше урона наносить. Это в любом случае будет лучше, если я сейчас зарандомлю, мне упадет какая-то дичь. Ну да, я думаю, я не сделал ошибку, потому что, смотрите, даже, ну вот, ну, может быть, мне сейчас повезет, ну, судя по тому, что... Хотя еще, подождите, может, я его так сильно сосить не буду. А то его может уже заранее, там, знаете... Ну, походу, его сосить жестко не буду, что-то мне так кажется. Вот, кстати, вы сейчас наблюдаете один из самых главных минусов, это то, что Дизраптор может кастовать совершенно в другое место свой сайленс. Совершенно. И ничего ты с этим делать не сможешь. Так вот. Ну, исходя из того, что я вижу, я вряд ли ему сейчас буду довольно-таки много хп сносить, поэтому мы доживем до 40-го раунда. И дай бог на 40-м раунде мне сейчас посох 3-го тира упадет. Прикиньте, что там будет. Под вот этим вот клинком, который дает 50% доп урона по нежити, это же будет лютый развал. Хочу агра в 3 звезды. Не знаю, я попробую сейчас вот так вот кучно всех поставить. Может, так будет получше кидаться Silence. И тоже, кстати, ребят, кто не знает, как работает Silence Disruptor, объясняю. Silence Disruptor кастуется туда, где больше всего есть народа. То есть он кастуется в толпу, а не в конкретную там область, зеркально, либо что-то еще. Он именно кастуется в толпу. Ой-ой-ой-ой-ой, как я его накрыл, хорошо. Но урона вообще мало.
Урона тупо слезы. Несмотря на мой такой жесткий спам, он мне... У него Радик, щит 5-го тира. И шарбезны. Вот почему так больно. А я-то думаю, в чем проблема? Опа. Ладно, усиление здесь и сейчас. Дум в 3 звезды. Мне кажется, это просто огонь. И, кстати, световую сферу закинул лучше в дизраптором. Дизраптор как-то намного лучше работает с этим отхилом. Ну, в тебя щиток отправлю. Может, я безорушу ему перекинуть. Хотя у меня будет дизраптор намного чаще так оставать свою способность. Ну, кстати, а Радик-то отлично работает под 9 нежити. Смотрите, какой прикольчик. Я просто его спамлю, сейчас уже ничья. Ну, на самом деле, был бы у меня посох 3-го тира, я думаю, я бы его уже давно вынес бы. А так мы с ним чисто друг друга начинаем выносить, месить. Ну, и Радик, который раз в 3 секунды носит 100 чистого урона, по 9 нежити, это получается имба. На самом деле, нарисовался бы жесткий инсектоид, то этот бы инсектоид этого инсека, эту нежить бы просто разорвал. Я же его не контрпикаю, потому что у меня нету наследия духа огня, и у меня нету бессмертия. И я не найду уже ни наследия, ни бессмертия. И наследие на самом деле мне и не нужно. Оно мне заруинит игру. Пробуем такую раз. Сейчас на самом деле самое важное это играться расстановками. Чтобы дизраптор у меня кастовал куда надо. Чтобы урон начал наноситься, начал стакаться. Ну, чтобы, короче, себя хорошо чувствовать. Игра в 3 звезды надо. С игром в 3 звезды будет получше, поярче. Кстати, если щиты у этого типа не будут прокать, то ему ГГ. А почему у меня сейчас хпшка нормально так не отнимается? В чем прикол? Ладно. Я, кстати, думаю, что я буду сидеть через волшебников и дальше. Мне через волшебников мой стол нравится. Сильный. Хотелось бы, конечно, взять там где-то 12-й. Губу раскатил уже, смотрите насколько. 12-й, ишь, чего я захотел. Сейчас с мобов по-любому какая-то хрень упадет. И это явно будет не посох 3-го тира. Раз я Дидрича так собрал легко, то посох 3-го тира я легко не найду. Я уверен даже, что я сейчас рольну, я его тоже не найду. Смотрите, сейчас мобов не выпадет. Чекайте, чекайте. Не выпал. Световая сфера выпала. Спасибо. Ну, тут... На самом деле... Не особо важно то, что мне упадет. Так, убийц блокирую, чтобы они мне не мешали. Зевсов 2 звезды, здорово. Огров 2 звезды, здорово, явился, не запылился. Ну, поехали. Боже. Как же игра надо мной угорает. Вы просто посмотрите на это. Как же игра надо мной угорает. Это дичь. Он еще и спектру там в 3 звезды нашел. Ого.
Это, конечно, неприятно, но у меня сайленса прям на всех хватает. Знаете... Ой, его нормально, кстати, снес сейчас. Опа, 2 хп у него осталось. Иди сюда, мой сладкий. Поиграл на нежити? На самом деле, если бы он нашел себе сейчас БКБшку в спектру и хорошие кири-шмотки, он бы меня снес. Леший. Знаете что, я не буду страдать вот это вот поиском 6 богов. Поиграем через волшебников. Мне довольно-таки нравится мой стол. Поэтому, в принципе, я не разочарован. Так, он, кстати, блинк убрал. А, не убрал, спектру засунул. Окей. Меня это радует. Че, ребятки, там? Как стоится вместе в сайленсе? Крутимся, вертимся? Все, конечно. На самом деле, как же... Ах ты ж какой. Он хпшку себе восстановил, прикиньте. Какой он хитрый. А у меня уже денег нет. Печально. Может, яйцо поставить? Оно будет поглощение давать, хпшечку потихонечку распределять. А, у него 6 нежити стоит. А я-то думаю, почему он мне не режет хп? А все из-за того, что он поставил себе какого-то лешего 6 нежити. Зачем так делать, конечно? И 3 волшебника. Но человек, походу, там не проснулся. Не понимает, что у него стоит синергия ведьмаков. Вот просто не понимает. Ну, скажу так. Несмотря на все, тут шансы были 50 на 50. То есть у кого как закастуется и тому подобное. Плюс, ну, мне по предметам люто не везет. Вы сами это, в принципе, прекрасно видите. И, кстати, походу я его вынес. Но все-таки, да, когда он сидел через 9 нежити, было как бы намного жестче. Потому что хп у меня меньше. У него все-таки есть радик. У него все-таки как-никак есть щит 5-го тира, который возвращает урон. Ну, короче. Пока. Хотел он там пообузить монеточку. Вы посмотрите на него. Хотел хпшечки себе повосстанавливать, еще подраться. Давайте подведем просто краткий итог. По предметам мне тупо не везло. Тупо не везло. Максимально не везло. Зато по фигурам просто дай боже каждому. Особенно яйца как сыпались. Даже без реликвии яиц у меня яйца просто, знаете... На, Санечка, на, держи. Хочешь, вот тебе еще яичко. Ну, вот просто, чтобы у тебя была хорошая игра через того, кого ты хочешь. На самом деле, я в этой игре, думаю, мог бы почти любую фиолку собрать. Ну, я, если честно, импровизировал, играл на кайфе. 6 богов топовая сборка, вот что я хочу сказать. Мне нравится. С ней можно такое мутить. Все зависит от вашего воображения. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.